Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы с вами поделимся важными магическими словами, практиками, с помощью которых вы можете привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Главное не игнорировать эти практики и начать уже после просмотра этого видео начать делать. Перепишите себе их, возьмите хотя бы 10% той информации, которую мы далее дадим, хотя бы запомните, вот тезисно запишите, потому что это все работает, это знание наших предков. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: я, ваше полное имя, привлекаю деньги своими мыслями и энергией. Моя финансовая ситуация стабильна и процветающая. Истинно, да будет так. Еще раз, я, ваше полное имя, привлекаю деньги своими мыслями и энергией. Моя финансовая ситуация стабильна и процветающая. Истинно, да будет так. Итак, друзья, ни для кого не секрет, чем больше денег в нашей жизни, тем в определенные моменты наша жизнь намного лучше складывается. И, возможно, больше позволить себе, например, поехать отдохнуть, купить что-то вкусное, красивое для дома и для себя. Но, к сожалению, не всегда деньги приходят в нашу жизнь легко, так как эта энергия имеет свои правила и существует по ним. Часто она пропадает в самый неожиданный момент или появляется, когда ее совсем не ждешь. А все потому, что человек в этот момент делает что-то неправильно или наоборот совершает какой-то достойный поступок, и в знак вознаграждения она появляется. Также важно периодически укреплять и очищать финансовые каналы, делать правильные энергетические посылы, и тогда проблем с финансовыми вопросами у вас точно не будет возникать. Существуют определенные денежные практики, обряды, ритуалы, воспользовавшись которыми у вас всегда будут появляться деньги, а негативные энергии, которые могут появляться в вашей жизни, они не смогут перекрывать денежные каналы. При этом все эти практики, эти волшебные слова, вам не стоит придерживаться фазы Луны, дня, ночи, вечера. У вас открытое сердце, вы с чистыми помыслами, и обязательно проговаривайте, потому что важным нюансом в любых наших действиях должен быть настрой. Вы должны верить в себя, обязательно в свои силы и не сомневаться, что все можете изменить в лучшую сторону. Очень часто бывает так, что человек выбирает себе дорогу, путь, идею, план, проект, и в какой-то момент он разочаровывается. А для того, чтобы достигнуть вот этого своего плана, идеи, ему, оказывается, нужно было всего лишь сделать 3 шага. Но человек этого не сделал. И вот это получается к тому, что приводит, что человек приходит в небытие. И тем самым вы всегда можете привлечь столько денег, сколько вам нужно для того, чтобы стать счастливым человеком. Также всегда думайте позитивно, ведь позитивное мышление способно творить чудеса, и правильные мысли притянут не только денежные энергетические потоки к вам, но и другие светлые энергии. Так как уверенный человек – это сильный энергетический человек, и он способен на многое, не всегда даже и сам подозревая на что. Она не появится, конечно же, у вас сразу, денежная энергия, нужно немного времени, но с каждым разом вы будете больше открывать каналы и притягивать их в свою жизнь. Эти далее, о которых мы в практиках поговорим, о магических словах, они применяются в разных ситуациях, и вы тем самым можете привлекать деньги в свою жизнь в любые моменты. Итак, когда вы находитесь в магазине и расплачиваетесь за товар, очень важно соблюдать следующее правило. Никогда не жалейте о деньгах, которые вы отдаете за тот или иной товар. Настраивайтесь на то, что они очень скоро вернутся и появятся в вашей жизни. Также большая просьба, когда вы покупаете продукты питания или это вещи какие-то, товары, они всегда должны быть качественные. Очень часто люди бросаются на то, что это вещь, товар, неважно, что это более дешевле, чем было и так далее. Возможно, оно просрочено, вдруг еще какая-то ситуация, но человек в этот момент не думает. Или бывает так, что человек начинает покупать вещи вот потому, что ему кто-то навязал свое мнение, или потому, что он подумал, что это будет дешевле, это кофта, или какая-то вещь, но в действительности, принеся это домой, он понимает, а зачем я это купил, а зачем мне это было нужно, и человек уже потратил деньги. Так не должно быть. Вы всегда должны покупать только качественные вещи,
вещи, продукты питания, да, ты сейчас кто-то скажет о том, что, ну, вы знаете, мой доход не позволяет мне покупать и так далее, но вот вы уже только что сами и поставили себе ограничения, что вы не можете себе этого позволить, и вы знаете, Вселенная, она это слышит и думает, ну, да, конечно же, у тебя же действительно нет денег, вот и получай, у тебя нет денег, а если вы будете говорить по-другому, что вместо того, чтобы купить 10 кофточек, возьмите, купите 2-3 кофточки, но это будут качественные, в которых вы будете порхать, в которых вы будете вдохновляться, вы сами себя будете мотивировать. Вот тоже обратите внимание, вот когда женщина покупает себе дорогие парфумы, не потому что они дорогие, а потому что они качественные, у них есть определенный запах. И вот это в первую очередь, вы думаете, что это запах, это в первую очередь энергия, вы должны это понять. И вот иногда, или возьмите, например, вы покупаете что-то, то, что вы очень долго копили, и вы этим наслаждаетесь моментом, да, то, что вы купили, вы этим пользуетесь или надеваете. Это очень важно осознать и понять, что в этот момент вы должны уловить себя на мысли на том, что вы получаете радость, вы получаете удовольствие, вот это вот энергия, и вы должны понимать, что вы до этого должны получать удовольствие. Если вы это делаете только потому, что так надо, знаете, у вас никогда не будет денежной энергии. Так вот, когда вы в магазине рассчитываетесь, то скажите такие слова: энергетический обмен произвожу, деньги ненадолго отдаю, снова их обратно только в большом количестве жду. И они очень быстро, вот под эти деньги, которые вы потратили, они обязательно появятся в вашей жизни. Вы можете удачно что-то продать, или вам дадут, например, непредвиденную премию. И еще один момент, который люди допускают вот ошибку. Многие люди, рассчитывая за те или иные товары, услуги, где-либо находясь, никогда не берут чеки, квитанции, считают о том, что это им не нужно. И таким образом вы должны понимать, что именно фискальный чек, да, или квитанция, это вы рассчитались, и вы должны это обязательно забрать для того, чтобы деньги могли в вашу жизнь вернуться. Кроме того, всегда есть денежные дни, когда вы вот эти чеки, квитанции можете сжигать. Но также обращаем ваше внимание, у вас не должно быть в кошельке вот накапливаться вот эти квитанции, чеки и так далее. Это нужно приходить домой, вынимать, класть это в отдельную шкатулочку, и когда приходят эти денежные дни, тогда вы их можете сжигать. Бывает так, что вы на интуитивном уровне можете почувствовать, что вот пришло время сжечь, сжигайте. Пепел развейте по ветру. И таким образом вы показываете тому, что вы очень ответственно, с любовью, с уважением относитесь к денежной энергии. Далее, когда вы в банке, когда вы получаете деньги или вы снимаете деньги в банкомате, обязательно всегда благодарите мысленно за то, что они появились в вашей жизни. Говорите о том, что вы их ждали, что вы рады им. А когда возьмете их в руки, обязательно не спеша пересчитайте, сложите их сразу по возрастанию и проговорите такие слова: денежной энергией себя окружаю, когда деньги эти считаю. С этого момента мои финансы растут и новые прибыль мне принесут. И вот это простое действие поможет вам увеличить ваш финансовый доход. И если есть финансовые проблемы, то вы сможете быстро избавиться от них. Также вы должны понимать и то, что вы деньги всегда, вне зависимости, это работа, это ваша подработка, или вы кому-то оказываете услуги и так далее, знаете, что это денежный эквивалент. То есть вы, например, потратили время на свою работу, вы выполнили определенные обязанности, и к вам пришел эквивалент этой энергии. Он пришел в виде заработной платы, премии, бонусов, материальной какой-то помощи и так далее, и так далее. Никогда не отказывайтесь от денег, с радостью, с благодарностью. Это все принимайте. Это очень важно осознавать и понимать. Также всегда, когда вы получаете деньги, всегда благодарите ангела-хранителя, высшие силы за то, что у вас в жизни деньги появились, и вы их ждете и приглашаете еще больше в вашу жизнь. Это можно говорить мысленно, просто энергетически отправляйте. Даже если вы на карточку, или вам рассчитались с вами, или вам вернули долг в меньшей сумме, которую вы ожидали, вот не расстраивайтесь, поблагодарите Вселенную, потому что во Вселенной всегда во всем есть баланс. И если вот в данный момент вот так произошло, знаете, это неспроста.
проста. Это, знаете, недаром вот евреи говорят о том, что когда человек, допустим, теряет деньги, то они говорят о том, что «Боже, спасибо, что ты взял деньгами, а не моим здоровьем или моей жизнью». И вот здесь тоже вы должны осознавать, конечно же, возможно, кто-то скажет, что это все шутки и так далее, но помните о том, что в мире энергии все в балансе. Это нужно понимать и осознавать. Далее, когда вы открываете свой кошелек и достаете оттуда деньги, всегда говорите такие слова: «Денежки, вы из дома моего не уходите, выйдя из него тотчас же назад и возвратитесь. Я вас ожидаю и обратно привлекаю». Это поможет вам не отдать свою денежную энергию и приумножить ее. Взяв это за правило, вы увидите, что ваш кошелек никогда не будет пустым и деньги будут постоянно водиться в нем. Если вы видите, что в вашем кошельке постоянная нехватка денег, да, вы вроде получили зарплату, но через 2-3 дня ее просто нет и вы живете в долг, разберитесь, что с вашим кошельком. Подумайте о том, какие, возможно, мысли ваши не те. Это все имеет очень важное значение. Многие люди игнорируют эти правила и думают о том, что «а что такого?». А вы знаете, все взаимосвязано. Например, вы могли в спешке взять деньги, скомкать и положить себе в карман, потому что вы вроде как спешили, но здесь вы уже проявили неуважение к денежной энергии. Результат себя долго не заставит ждать. И так далее, и так далее. Далее, когда вы для себя покупаете какую-то вещь и тратите на нее большую сумму денег, всегда говорите следующие слова: «К этой вещи денежную энергетику призываю, так как с ее покупкой положительные эмоции обретаю». Вы уже знаете, что деньги должны приносить счастье и радость. И если вы будете испытывать его при покупке, значит денежная энергия очень скоро в большом количестве появится в вашей жизни. Ведь будет чувствовать, что вы в этот момент искренне рады. Отдавая деньги на благотворительность, всегда говорите такие слова: «Денежная энергия есть у меня. С ее помощью сделаю кого-то счастливым я». Денежная энергия, запомните, не любит жадных людей. Поэтому, когда вы будете заниматься благотворительностью, она будет появляться в вашей жизни с большей скоростью, так как будет видеть, что вы достойный и не жадный человек. Но только делать это нужно от чистого сердца. Только такой посыл будет правильный и действенный. Если же вы не готовы морально расставаться с деньгами, даже с 5 копейками, даже не пытайтесь этого делать, так как вы знаете, что денежная энергия, она очень чувствительна. И такими действиями вы только ее оттолкнете из своей жизни и притянете постоянные денежные проблемы, которые приведут вас, скорее всего, к безденежью. Когда в вашей жизни появляется новая сумма денег, это может быть зарплата, это может быть подарок или еще что-либо, всегда проговаривайте такие слова благодарности: «Вас принимаю и благодарности поток отправляю, что ко мне пришли и у меня остались». Они будут появляться в вашей жизни на постоянной основе, так как они будут чувствовать, что вы им рады. Кто-то сейчас скажет о том, что вот у нас богатые люди, они обманывают, они такие вот всякие, им все дозволено и так далее, и так далее. Пожалуйста, не смотрите на других людей. Есть вы, есть ваша жизнь, есть ваша семья, есть близкие люди. И вам нужно смотреть о том, как вы можете создать свой мир, свое дело или работу, ту, которая вам будет приносить радость и удовольствие. То, что у других, это их, как говорится, крест, который они несут по жизни. Не думайте о том, что тем людям, которые богатые, которых сейчас вот вы слышите фамилии, которые имеют большие холдинги, корпорации и так далее. Не думайте о том, что им так легко. Да, мы видим самую красивую картинку, которую они выставляют в социальных сетях, но вы не знаете, что у них за спиной происходит. И поверьте, то, что у них происходит за спиной, никто бы из нас, простых смертных, не захотел бы это иметь, видеть, слышать в своей жизни. Не думайте о том, что так все просто. Они даже своих, то, что происходит в их жизни, они прячут, потому что им стыдно за то, что происходит в их семьях. Не думать о том, что так все легко и все так просто, потому что мы видим условно главу той или иной корпорации, и мы говорим: о, вот такой человек богатый, а вы знаете, что он половину денег тратит на то, чтобы помочь своему сыну или своей дочке, потому что у нее большие проблемы могут быть со здоровьем, с какими-то вредными привычками, на которые тратится очень достаточно много денег. Вот посмотрите, например, на то, что вот сейчас происходит в мире. Тоже
тоже такая вот ситуация. Поэтому, пожалуйста, не смотрите, что происходит даже у вашей соседки. Пусть она будет самая богатая, пусть она будет самая вредная, пусть она обманывает. Это ее жизнь, и она получит. Бумеранг рано или поздно возвращается. И вы не поверите, но мы в свое время ездили в дома престарелых и помогали, когда была такая возможность. И вы будете удивлены, но очень много, где-то процентов 60-70 в доме престарелых, это людей, которые достаточно раньше имели высокие должности, имели высокие зарплаты, у них было несколько квартир, они отдыхали, где они хотели и так далее, и так далее. И вот они стали пожилыми, никому не нужными. И вы знаете, они осознают и понимают, что они натворили. Они не так детей, оказывается, воспитали, они, оказывается, не то делали. Но осознание уже пришло, но уже действие совершено. Их же дети, они своими руками отвели в дом престарелых, где вы знаете, какие у нее очень ахти условия. И вы должны понимать, что не стоит смотреть на других людей, потому что денежная энергия, она любит тех людей, которые умеют за себя постоять, которые ответственны, которые самостоятельны, которые лидеры своей жизни. Это очень важно понимать. И мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации, друзья, вам помогут. Они помогут вам улучшить ваше финансовое положение, и вы обязательно избавитесь от тех денежных проблем, которые есть в вашей жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья. В комментариях напишите: я, ваше полное имя, привлекаю деньги своими мыслями и энергией. Моя финансовая ситуация стабильна и процветающая. Истинно да будет так. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.